Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы и пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже много-много-много раз работали. Мне они нравятся. Ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Я сегодня беру вот такие вот ниточки. Вы, в свою очередь, берете любые, какие у вас есть. Все узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Не обязательно из такой, которую показываю я. Я показываю новичкам, потому что много новичков, да, и они с этими ниточками еще не работали. Итак, называется Alize Angora Gold Simili. Значит, блестящие. Видите, нитки блестящие. Итак, идем по порядочку. Моточки большие, в 100 граммах находится 500 метров. И по составу это 75% акрил, 20% шерсть и вот 5% как раз та самая металлическая ниточка, за счет которой и блестят эти ниточки. Так, идем дальше. Смотрите, цвет 114. В принципе, на камеру передается такой, какой на самом деле есть. Очень интересный. И нам здесь советуют производители. Смотрим. Вот, нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от узора и вашей плотности вязания. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете точно так же у своей пряжи, смотрите инструкцию, аннотацию, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка отличного качества, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, можете приступать и работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Не забывайте смотреть на схемку. Так? Вот мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Схемка очень доступная, все видно, все четко, она еще разноцветная, вы все поймете. Посмотрели, как провязывается данный элемент, запомнили, да? То есть таким вот образом провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Вы в дальнейшем научитесь работать самостоятельно с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Давайте, например, я наберу, ну, допустим, 10 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. И 2 петельки наберем дополнительно, вы увидите, для того, чтобы узорчик просто ровно красиво закончился. Итого 32 воздушные петельки набираю я, ну, а вы сколько захотите. Итак, для начала все как всегда идет петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, новички. Мы с вами сделаем вспомогательный ряд, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Многие, бывают, путаются. Для начала мы сделаем 3 петельки подъема. Повторяйте. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. И вот в 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбик с накидом. Это несложно, немножко медленно, но совсем не сложно. И сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек у вас в цепочке. То есть если я набрала 32 воздушные петельки, у меня будет 32 столбика. Поняли, да? Но у вас свое количество. Смотрите, вот мы с вами уже провязали. Первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков мы уже провязали. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу и дальше приступим непосредственно к узорчику. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши столбики. Ничего сложного. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Смотрим на схемку, повторяем. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз,
2, 3. Поворот. Теперь смотрите, делаем с вами накид. Накид. Пропускаем, получается, один столбик. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. Воздушная петелька. Вернулись сюда же, в эту же верхушку предыдущего столбика и провязали еще один столбик с накидом. Получается элемент под названием рогатка. Далее смотрите, накид. Пропускаем с вами 2 столбика. 1, 2. И в третий провязываем точно такую же рогатку. Вначале столбик с накидом, потом воздушная петелька. И сюда же вернулись, опять провязали столбик с накидом. Еще одна рогатка. И вот так вот шагаете до конца ряда. 2 столбика пропустили, в третий провязали столбик с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом. Несложно, да? Вот так вы провязываете весь ряд. Ничего сложного нет, схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. Как мы заканчиваем наш ряд? После последней рогаточки мы делаем накид, пропускаем один столбик, и там, где у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали один столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот шагаем нашу рогаточку, вот, видите, нырнули в арочку и провязали столбик с накидом. 1, воздушная петелька. И сюда же опять вернулись в арочку и провязали еще один столбик с накидом. У нас получается над рогаткой стоит рогатка. Видите? Точно так же накид, следующую рогаточку, вот в арочку нырнули и провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Несложно? То есть ваша задача во втором ряду повторить точь-в-точь самый первый. Точно так же над каждой рогаточкой у нас будет еще одна рогаточка. Воздушная петелька и сюда же еще один столбик с накидом. Все, схемка перед вами. Вяжите, провязывайте. Я вас встречу в конце ряда. Договорились? Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали второй ряд наших рогаточек. Ничего сложного. Как заканчиваем наш ряд? После последней рогаточки накид. Вот, помните, у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда. В третью петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее будьте внимательны. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Для начала мы провязываем точно так же нашу рогатку столбик с накидом. А теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И будем работать вот с этим нашим столбиком. Что мы делаем? Накид. Нырнули вот так вот за столбик. Так вот в такую вот арочку. Вытянули ниточку. Подтянули, не провязываем, держим на крючке. Считаем. 1. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Теперь все вместе провязали до 2 петелек на крючке. И затем 2 петельки вместе зафиксировали. Вот такой вот пышный столбик. Теперь накид. И опять обратно возвращаемся, как бы завершаем нашу рогаточку. То есть у нас в рогатке пышный столбик. Поняли, да? Вот такая вот конструкция по итогу получается. Далее повторение точно так же. Накид. Следующий получается вот эту рогаточку. Столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И вот около нашего, получается, первого столбика начинаем танцевать. 1, подтянули ниточку, накид 2, накид 3. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и зафиксировали. Теперь вернулись обратно в рогаточку и провязали столбик с накидом. То есть, по идее, как бы та же самая рогатка, да, только вокруг первой ножки мы делаем вот такой вот пышный столбик. И точно так же продолжаем дальше. В следующую рогаточку столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки 1, 2, 3 и танцуем около первого столбика. 1 подтянули, накид 2, накид 3
Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали. Вы, конечно, здесь можете делать не 3 петельки, 3 накида, а 4, 5, 6, 7, 10, сколько угодно. От этого вот данные пышные столбики будут выглядеть намного эффектнее, но и пряжи скушают больше. Так что смотрите, пробуйте. Накид, вернулись обратно в рогаточку и провязали столбик с накидом. Все, вот так вот шагайте. Хотите, для сравнения покажу вам, как будет, если будет здесь не 3 петельки, 3 накида, а больше. Итак, в следующую рогаточку нырнули столбик с накидом, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И, например, допустим, давайте сделаем 5 накидов и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали и вернулись сюда же второй ножкой нашей рогаточки. Посмотрите, как по мне, смотрится более эффектно. Даже видно, что пышнее столбик, да, но пряжи скушает больше. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Как вам больше понравится, так и вяжите. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, у вас получится. Так, смотрите, вот так вот выглядят мои пышные столбики. У меня здесь получается 3 петельки, 3 накида. У вас может быть больше. Так, как мы заканчиваем наш ряд? Итак, вот наша последняя рогаточка. Делаем накид. И там, где были 3 петельки подъема предыдущего ряда, вот в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И теперь работаем вот с этими вот арочками из 3 воздушных петель, которые мы делали. Нырнули в эту арочку, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, и опять вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Мы сделали такую же арочку, как мы делали в первых 2 рядах. 1, 2. Угу. Дальше все то же самое. Накид. Опять вот там, где были 3 петельки подъема, в эту арочку провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2. Ничего сложного. И вот так вот шагаете, как мы с вами провязывали в самом первом ряду. Повторяете самый первый ряд. Накид. Опять вот эту арочку из 3 воздушных петелек провязали свою рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2. Несложно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Давайте, у вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки. Ничего сложного. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и самый первый ряд мы заканчивали. То есть мы в 3 петельки подъема предыдущего ряда, вот у нас 3 петельки подъема, мы аккуратненько в третью петельку провязываем столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот, накид, и точно так же повторяем наш второй ряд. Рогаточка в рогаточку, столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись, столбик с накидом 2. Угу. И опять накид, опять рогаточка в рогаточку, столбик с накидом 1 в арочку предыдущего ряда, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. То есть ваша задача точь-в-точь повторить второй ряд. Видите? Первый ряд мы провязали, вот он. Сейчас будем провязывать второй ряд. Не сложно? Совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот еще ряд наших рогаточек готов. Угу. Закончили мы ряд так же, как и все предыдущие. Столбик с накидом в 3 петельки подъема предыдущего ряда. Теперь провязываем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И будем с вами провязывать в точь третий наш ряд. Итак, накид. В арочку нырнули, провязали столбик с накидом. Дальше у нас тут 3 воздушные петельки. Помните, да? 1, 2, 3. И начинаем вот около нашей первой ножки, так скажем, танцевать. Накид 1, подтянули ниточку, держим, не провязываем. Накид 2, накид 3. Повторюсь, вы можете делать и 4, и 5, и 7, и 10, сколько хотите. Провязали опять до 2 петелек на крючке, зафиксировали. И опять вернулись сюда же, в эту же первую арочку нашу. И провязали второй столбик с накидом. Угу.
Только будьте внимательны, у нас направление наших столбиков поменялось, видите? Итак, дальше. Опять в арочку столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Танцуем около первой ножки. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали, вернулись сюда же, в эту же арочку, вторым столбиком с накидом. Поняли, да? Видите? Смотрите внимательно. Направление, видите, наших столбиков? Получается, в данном случае влево, а здесь вправо. Поняли? Когда поймете принцип узорчика, данными рядочками можно играть. То есть вы можете делать непосредственно рогаточки 3, например, ряда, 4, либо 1. И у вас это будет направление в одну сторону ваших пышных столбиков, как хотите. Все. У нас получается вертикальный раппорт узорчика 3 ряда. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. То есть мы сейчас с вами увеличим просто наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что получается красиво, симпатично, несложно. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала, получается, несколько рядочков. Но в моем случае получается у меня 3 вертикальных раппорта. Один мы с вами провязали вместе, да? Начали, получается, еще один провязывать. И потом я еще один провязала. Совсем не сложно. Посмотрите, пышные столбики смотрят в разном направлении. Если хотите, чтобы они смотрели в одном направлении, то получается вот эти вот рядочки с рогаточками делайте либо на одну меньше, да? На один ряд меньше, либо на один ряд больше. Все, они у вас будут смотреть в одном направлении. А так они смотрят в разном. Кому так нравится, оставляйте так. Вот. Пробуйте, экспериментируйте. Итак, в моем случае из моих ниточек вот так вот узорчик чуть-чуть тянется. Вот так вот он тянется побольше. Узорчик сам по себе, видите, двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам нравится больше. Такая, естественно, у вас будет лицевой. Не забывайте, что для того, чтобы был узорчик более эффектным, пышные столбики вы можете делать больше. То есть больше петелек, больше накидов. Ну и пряжа скушает больше. Вот такая вот по итогу красота. Вашу копилочку узорчиков. Давайте замерим. Я, получается, набирала 32 воздушные петельки. И в моем случае, моей плотностью вязания, моим крючком, моей пряжей, у меня это выходит вот 16 сантиметров. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И самый первый мы с новичками провязывали, это 10. Итак, он у нас получается будет вот таким вот размерчиком, 11 сантиметров. Узорчик вяжется очень быстро, много воздушных петелек, рогаточки элементарные, поэтому если вы захотите что-либо связать, то будет очень даже быстро у вас получаться. Итак, пряжу берете любую, летняя пряжа это летние изделия. Так? Вы можете не забывать, что можете узорчик вот таким вот образом поворачивать, рогаточки могут смотреть вниз, если вам нравится так. Топики, маечки, пожалуйста. Если это будет у вас такая же пряжа, как у меня, то это вполне возможно могут быть и кофточки, и кардиганы, и палантины, и жилетки на ваше усмотрение. Если вы уже данным узорчиком что-либо вязали, пишите нам в комментариях. Нам будет интересно, что вязали, что у вас получилось, с какой пряжей. Ну, а если еще не вязали, подбрасывайте идейки. Угу. Мы будем читать и вдохновляться. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.